покрашена. Типа один полицейский, это не значит, что это полицейский. Надо два. Всем привет, друзья! Вы на канале Контрольная рыбалка. Меня зовут Юля. И если вы не со мной, то обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и непременно следите за обновлениями. Ну что, друзья, как вы думаете, где мне сесть? Левее или правее? Прикольное место, мне очень нравится. Сейчас уже рассвет. Необходимо быстрее раскладываться, пробивать себе точечку и начинать ловить. Место для меня абсолютно новое, поэтому я не знаю, где и на что и как здесь клюет. Наверное, О, хищник ходит, я уже увидела в траве. Сегодня у нас солнечно. Немного будет, можно так сказать, прохладно и ветрено. Так, термос — это святое на рыбалке. Ага. Жик, 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 жик. Сегодня я буду использовать два фидера. Это Salmo Silverwater и Salmo Concept Distance. Silverwater до 80 грамм в росте 3,75 и Distance в росте 3,9 с тестом до 100 грамм. По прикормке у меня крупный лещ спорт. РС. Темный немного прикормки. Половину где-то вот так. Так. И добавлю карп крупный XXL. Главное сейчас не забыть про клипсу с прошлых рыбалок и не отфигачить сразу себе плетенку, потому что с прошлых рыбалок стоит клипса. Сейчас еще хочу привязать шок-лидер. Мне больше нравится ловить вместе с ним. Причем я могу вам сказать, что даже на реке. Здесь уже нет шок-лидера, потому что просто не хотелось привязывать и все. Хотелось больше отдыхать тогда, когда была последний раз на рыбалке. Сегодня так достаточно прохладно, поэтому я думаю, в принципе, возможно, сейчас с течением времени клев ночной будет наоборот ослабевать по отношению к дневному. Рыба сейчас, мне так кажется, будет клевать именно по прогреву воды. Так, перевожу я свою наживку обычно вот в такой вот маленькой термосумке. В группе у себя даже такое было разыгрывала. Значит, в прикормку буду добавлять опарыша, мотыля. Делать это буду, естественно, порционно. Лимончик, вот он, красавчик. Смотрите, сохранился. Брала несколько дней назад в магазине Salmo. Видите, как хорошо он у меня сохранился. Так, друзья, сейчас я буду кормиться. Для этого буду использовать вот такие вот кормовые кормушки. Посмотрю, как будут лететь. Если будут фигово лететь, то возьму какие-нибудь поменьше. Лимонник. Опа. Опарыш. Пускай падает в прикормку, потом будет к рыбке тоже попадать. Я знаю, что я могу приводить нецелевую рыбу. Неинтересно для меня. Тем не менее, я могу приводить мелкую рыбу. На интерес мелкой рыбы может отреагировать крупная рыба, как это чаще всего и происходит. Поэтому если на реке вы используете кормушки по 120, по 100, по 110 грамм, на стояке можно использовать и кормушки по 30, 40, 50 грамм. И самое интересное, в принципе, если рассуждать логически, чем меньше вес кормушки, тем лучше это для рыбы. Вот. Но после реки, когда забрасываешь вот уже такую вот кормушку, набитую кормом, после реки она кажется просто невероятно легкой. И даже момент вот этот вот, оп,
когда срабатывает клипса, он получается просто невероятно каким-то таким прям мягким-мягким. Простая петля у меня здесь монтаж. На ней висит дюза 60-граммовая. И поводок, наверное, длиной где-то 45 сантиметров, 16 крючок и 0,12 лесочка. Одного мотыля просто насаживаю за головку. Вот так. Оп. А второго насаживаю колечко. Показывает практика. Рыба ведется на это. Ну, дюза, естественно, должна, как и предполагалось, лететь проще, чем кормовая кормушка. Естественно. Ого, что-то хорошенькое. Ого. Ого. Что это такое, интересно? Что-то хорошенькое. Блин. Может оборвать мне поводок, конечно. Оборвала поводок. Прямо здесь оборвала поводок. Что-то хорошее, что-то шло. Блин. Черт возьми. Ну тогда ставим леску 0,14, друзья. Есть рыбка, похоже. Что-то небольшое. Не такое, как было там, где поводок оборвало. Но что-то идет, друзья. Что-то идет. Оба. Ого. Кто это? Кто это? Друзья, смотрите, кто у меня здесь. Подлещик. Отлично, отлично, подлещичек. Подлещик. Мы его вот так вот, оп, выкатываем. Оп, выкатываем. Оп, видите? Без подсака. Первая рыба уже у меня есть. Клюнул на красного опарыша с мотылем. Так, друзья, наконец-то забросила два фидера. Один справа дистанция ловли 21 оборот, второй слева дистанция ловли 50 оборотов. Это приблизительно 43 метра. Впрочем-то, пока дальняя дистанция только и срабатывает. Значит, в основном клюет на опарыша с мотылем. Попыталась поставить просто большую кисточку мотыля. Был удар, вытянула, все, мотыля нет. Решила все-таки подсаживать опарыша. Чтобы немножко укрупнить рыбу, сейчас попробую половить не с одним опарышем, а с двумя. Может быть, это поможет. Видите, хищник здесь под берегом ходит. Ты шо, оборвал мне крючок? Не оборвал. Еще один подлещик. Значит, на двух опарыша брать не захотел. Снова поставила одного опарыша, двух мотылей колечком именно, потому что мне колечком тоже брать не хочет. И клюнул еще один подлещик. Значит, с дистанции 21 оборота, еще ни одной поклевки, я приняла решение кое-что сделать. Сейчас я расклипсовываюсь, забрасываю на удобное для меня расстояние. Не буду ничего мерить, не буду ничего делать. Просто беру, клипсуюсь на этом расстоянии и начинаю туда-сюда перебрасывать. Не буду даже закармливаться. И хочу посмотреть, что будет, если я буду ловить просто с дальней дистанции, но не на закормленной точке, не на промаркированной.
Ай, красивая рыба. Красивый такой. Смотрите, какой хороший. Смотрите, какой хороший. Смотрите, какой хорошенький. Клюнул прямо моментально, прямо на забросе. Прямо вот только забросила и сразу клюнул. Круто. Круто. Красава. Так. Уже, видите, ловлю кормовой кормушкой. Решила кормовой ловить. И в прикормку добавляю теперь. Сейчас вот сразу клюнула, когда добавила опарыша с червем нарезанных. Так, что у меня тут за проказник идет? Окунь, ё-моё. Ну да, похоже, был ударчик. На окуневича. Подлещик. Так, а я хотела удлинять поводок. А получается, что не надо. Ой, как бросила сильно катушку на землю. Какой кошмар. Не рыбачка совсем. Ой, 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 какой кошмар. Опа. Так, а здесь стояла огромная кисточка опарыша с мотылем. Тоже клюнул подлещик, но дольше пришлось ждать поклевочку. Если на соседней улице, когда клюет обычно, то поклевка заметна, и она идет вот такая вот, дергается вершинка фидера, то в данном случае с большим крючком леску просто ослабила. Я сначала даже не поняла. Подтягивать невозможно, иначе если начнут подтягивать, рыба сразу идет в траву. Ой, что это? Что это у нас там? Что это такой дерзкий? Подлещик. Подлещик, ты что, бываешь такой дерзкий? Смотрите, не все такие, как один, но если есть такие, значит есть и лещ.
Потому что с травой идет засранец. Потому что идет с травой. Сегодня не просто рыбалка. Сегодня, как обычно, отдых вместе с рыбалкой, поэтому хочется хорошечно покушать. Сегодня будем жарить сосисочки, точнее колбаски на мангале, делать жареную картошечку, кушать овощи. Все будет очень вкусно. Так, внимание, парень. Я тебя вовремя подсекла вообще-то. Что все за бубу, все как надо по фэншую. Значит так, у меня активность рыбы сейчас уменьшилась. В связи с чем я меняю дюзу на кормовую кормушку. После чего я набиваю эту самую кормушку вкусняшками. Значит, мотыля маленькая сейчас только что отправляла. Сейчас отправим кашицу из червя с опарышем. Вот так выглядит удилище человека, который постоянно фигачит, постоянно перезабрасывает, кормит. Ай, красота, лепота, друзья, посмотрите. И я снова нарезаю себе животные приманки. За 2 секунды все обсосала. Блин, даже опарыша. Даже опарыш не выдержал. Ничего, у нас новые бойцы есть. Из подразделения большого опарыша. Так вот специально картошечку вытираю, чтобы она не стреляла, когда будет жариться. Так, это мое маслице подсолнечное. Сковорода это мигом нагревается. Угу. Какой же отдых без еды, шашлычков, сосисочек, курочки, колбасок на мангале. Что-то идет. Какая-то рыбка. Ух, что это такое? Ого! Смотрите, какой хороший горбачик. Ого! Друзья, ой, текут прям слюни, присоединяйтесь. Это очень вкусно. Присоединяйтесь. Вот это вот отдых. Таким должен быть отдых. Какой должна быть рыбалка? Шашлыки, башлыки, рыбу наловил. Здесь клюет вообще вон у меня.
Интересно, есть ли там рыба? О! Хорошая фото. Вилок нет. Ну, мы люди простые, мы можем руками. Я надеюсь, что это очередной подлещик. А есть. Есть. Отлично. И сейчас мы наконец-то идем доставать нашу рыбу, потому что пора собираться домой. По-моему, очень даже достойный улов у нас сегодня получился на новом месте. Клевали вот такие вот замечательные подлещики разного размера. По-моему, зачет. Вообще, по-моему, огонь. И свой улов я приняла решение сегодня отпустить. Отпустить. Все ж так любят, когда я отпускаю рыбу. Какая классная погода! Какой сегодня шикарный день! И сегодня я снова на рыбалке на водохранилище Рудня в Слуцком районе. Это абсолютно новое место для меня, и я очень рада, что на новом месте у меня, как обычно, клевала рыбка. Сегодня я отлично отловилась, сегодня я отлично отдохнула и осталась полностью довольна тем местом, в котором я находилась. Кому интересно, вдоль всего водохранилища есть проездная дорога. Здесь есть оборудованные места для одного, либо для двух рыбаков. Здесь есть столики. И стоимость рыбалки на самом деле здесь абсолютно символическая, учитывая стоимость платной рыбалки на всех других арендованных водоемах. 10 белорусских рублей. Это вообще не деньги. Это ни за что. Мне кажется, здесь одну траву покосить стоит и мусор убрать дороже, чем берут арендаторы. Мусорные урны есть, там даже какой-то лагерь на противоположном берегу стоит. Звонили с самого утра по контактному номеру телефона, указанному по данному водохранилищу, все подняли, сразу все ответили, все без проблем. В общем, водоем понравился, и это отлично. Спасибо, что смотрите мой канал, обязательно на него подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и непременно следите за обновлениями. Всем ни хвоста, ни чешуи, друзья! Почаще выбирайтесь на рыбалочку, на природу, в походы, туристические слеты. Пока!